Июль месяц, Греция, остров Крит, город Херсонисос. В этом году мы отдыхаем в отеле Airy Beach and Village, который по сути является отельным комплексом, который объединяет два отеля с единой инфраструктурой. Это Airy Beach и Sun Bay. Все гости и Airy Beach, и Sun Bay имеют вот такие одинаковые браслеты, что позволяет им беспрепятственно пользоваться пляжем, барами, аквапарками, бассейнами Airy Beach and Village. Все приезжающие первоначально попадают вот в это здание, где находится рецепция Airy Beach and Village. Сразу будьте готовы уплатить климатический сбор 7 евро в день за номер и по желанию возвратный депозит за пляжные полотенца. Новостью для нас стало взимание дополнительной платы за стирку этих полотенец в размере 2 евро. То есть за 3 полотенца мы заплатили 36 евро, из которых нам вернули только 30. Сейчас нам открывается вид на территорию соседнего отеля Star Beach Village. Кстати, там также можно беспрепятственно гулять, купаться на их пляже, но пользоваться их лежаками, барами, бассейнами уже не получится. Сейчас впереди мы видим главный корпус отеля Airy Beach, где мы, кстати, жили. Более детально мы его осмотрим позже. Выходим из здания рецепции. Впереди видим небольшой супермаркет с довольно приятными ценами. Мы, например, здесь покупали питьевую воду всего за 2 евро за 6 бутылок. То есть питьевую воду в сам номер отель не предоставляет, и ее нужно дополнительно покупать. Итак, сейчас мы находимся на территории отеля Airy Beach и смотрим на его главный корпус. По флагам мы видим, что основная масса гостей приезжает из Польши, Германии, Чехии, Словакии, стран Прибалтики. Также эпизодически была слышна французская речь. Территория отеля достаточно озеленена. Именно здесь я впервые увидел, как растут гранаты. Сам отельный фонд Airy Beach состоит из 6-этажного главного корпуса, названного Зевсом, и целой россыпи 3-этажных корпусов, носящих различные романтические названия. Например, сейчас мы гуляем возле корпусов с названиями Эрата, то есть любовь, и Мальпо, что с греческого переводится как надежда.
Сейчас мы видим главный бассейн и аквапарк Airy Beach, который начнет свою работу с 11 часов. Ну а пока смотрим на пустующий амфитеатр, который оживает в вечернее время. Но лучшее, что мы здесь видели, это дискотека родителей со своими малыми детьми. Пожалуй, самым непопулярным помещением каждого отеля с системой All Inclusive является спортзал. Ну давай, покажи. Очень удобно. Есть еще пара пороховницев. Прикольно, теперь давай. Там удобно, да, что ногами можно встать, себе пристроиться. Ну, ничего себе. Ну, особенно это после 2 пил и 1 вина. Ну, давай быстрее. Да. Еще чуть быстрее, может быть. Убедившись, что All Inclusive еще не нанес серьезного урона нашей физической кондиции, продолжаем прогулку по территории Airy Beach. Рассмотрим более детально территорию главного бассейна отеля, около которого находится главный бар отеля Airy Beach. Сразу замечу, что в корпусах баров нет вообще, а второй бар на пляже отеля платный. Но извините, платить в среднем по 10 евро за коктейль в отеле All Inclusive я категорически не согласен. Что касается основного бара отеля, то, пожалуй, это худший бар из тех, что мы видели. Бармены, по сути, просто разливали по пластиковым стаканам газированные напитки, растворимый кофе, пиво и белое, красное, розовое вино, которое отличалось исключительно оттенками цвета. Коктейли в этом баре не смешивались вообще, но для нас это не самое главное. Идем в сторону главного корпуса.
Впереди видим вход в ресторан, в котором мы еще побываем. Итак, мы обошли почти всю территорию Airy Beach, не были только на пляже. Сейчас мы находимся возле главного корпуса отеля. Далее для полноты картины осмотрим территорию отеля Sun Bay, а начнем свою прогулку с осмотра довольно живописной набережной. Насмотревшись на потрясающие виды, входим на территорию отеля Sun Bay. Еще раз напоминаю, бассейны, бары, аквапарк отеля в полной доступности, в том числе и для гостей отеля Airy Beach.
Скатившись с горки аквапарка, отдыхаем в баре. Покидаем территорию Сан-Бэй и входим в главный корпус Эри Бич. Кстати, впервые видим в отеле вот такую витую спиральную лестницу. Осмотрим наш номер стандарт. Сразу замечу, что в номере довольно свежий ремонт и сравнительно новая мебель. Оборудован номер стандартно. Ванная комната с душевой кабиной. В коридоре вместительный шкаф с платным сейфом. В самой комнате большая супружеская кровать и двухъярусная кровать для детей. Из техники телевизор, мини-холодильник и кондиционер. Кстати, те, кто будет приезжать в этот отель вне сезона, который, как ни странно, но длится только 2 месяца, июль и август, должны быть готовы к тому, что им не выдадут пульт от кондиционера, попросив дополнительно доплатить по 4 евро в день за его пользование. В моем понимании это полный бред. Покидаем номер, чтобы смотреть пляж.
Главным бонусом для семьи с детьми является вот такой огражденный волнорезом лягушатник, где спокойно можно оставлять даже самых малых детей, поскольку максимальная глубина здесь чуть выше колен. Сами лежаки и зонтики отеля бесплатные, кроме того их количество достаточное. Как я уже говорил, за пляжные полотенца нужно внести возвратный депозит. Сейчас мы видим вход в открытое море. Эту часть мы исследуем позже, а сейчас осмотрим пляжную зону соседнего отеля Star Beach Village, которой также можем пользоваться. И грациозный прыжок в воду. Молодец. Ну давай, мама, еще разочек. Ну, мама, давай, старайся. Так. Молодец. Зачет. Возвращаемся на свою территорию, чтобы более детально исследовать море. В этой части Крит омывает Эгейское море. Вход в море пологий, но песчаное.
Являясь большим любителем снорклинга, с нетерпением жду встречи с подводным миром. Тут, конечно, не стоит рассчитывать на буйство красок коралловых рифов Красного моря. Пожалуй, самой яркой рыбкой, которую я здесь встретил, была толосома. Другие обитатели моря старались максимально слиться с окружающей средой. Самой большой рыбой, которую я здесь увидел, была кефаль. А вот настоящая удача. Я впервые увидел хоть и маленькую, но барракуду. А сейчас присмотритесь к этому камню. Вы что-нибудь видите? Также именно в Эгейском море я впервые в природной среде увидел кальмаров. Накупавшись и соответственно проголодавшись, отправляемся в ресторан, чтобы пообедать. Сразу замечу, что в целом питанием мы были довольны. Основные претензии относятся к завтраку. В отелях я обычно завтракаю яичницей и блинчиками. Здесь эти блюда также были, но постоянно готовились на каком-то прогорклом масле и для меня были несъедобны. Поэтому с утра обходился только кофе, круассанами и сыром. Что касается меню обедов и ужинов, то оно было хоть и однообразным, но обильным и достаточно вкусным. Всегда было мясо, среди которого преобладало куриное. Было также и рыба. Гарниры представляли картофель, рис и макароны.
И идем, найдем себе сейчас вино. Вот здесь напитки. Но нас интересует более крепкое. Ну вот. Пиво. Выпьем белого вина. Ну что, смотрим, что мы сейчас тут понабирали. Ну что, приятного аппетита всем. На Херсонесос опускается вечер. Наш отпуск подходит к концу. Самое время подумать о сувенирах, тем более, что множество сувенирных магазинов находятся в шаговой близости от отеля. Ну, мы сюда будем заходить? Тут, подожди, какой они цену тут? 2,50, по-моему. 2 евро. Вот этот вот мне нравится. Смотри, здесь есть пирохлеб. Ну, сейчас тебе покажу второй. Срамота. Ну, вообще бред. Ты же не то, что Ну, магниты по 2 евро. по 2 евро. Господи. Ну. Ну, например, 6,50. Тоже тарелочки по 6,50. Здесь с ценами непонятно. Ага. Ну вот. Зависит от размера. Ну, от 9 до 17 евро. Ну, 5 евриков. Думаю, что это тоже 5 евро.
здесь уже 11 евро. Ну, приправки по 2,50. Разнообразные. Ага, эти евро 80. Ну, например, вот все эти сыры. Вот такие подарочные наборы. 17,50. 17, 15. Ну да, вот это, например, за 15, да, с полотенечком. Мы сейчас в другом уже магазине. Вот черная соль 4,30. Разные наборы с алкоголем, этой водкой, оузо греческой. Ну, цена 7,50, 5,20. Здесь 8,90. Вот такие маленькие бутылочки. Почем? 2,10. Ну, а параки 2,40. Так понимаю, что с медом, настояно на меду, но могу ошибаться. А, всего 20%. 50 миллилитров. Ну вот это мы выбираем специально для себя на подарки. Тоже оливковое масло, специи. Ну 5,90, почти 6 евро. Сладости, например, такие 3,20. Ну что ж, таким мы увидели отельный комплекс Ari Beach and Village, который хоть и не лишен своих недостатков, но в целом оставил у нас позитивное впечатление. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, тем более, что вскоре я планирую рассказать о нашем опыте аренды авто на Крите.